Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать информацию из BotHelp в SendPulse. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать поступаемую информацию из BotHelp в другие системы. Например, в SendPulse ввести учет новых контактов, удобно хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных BotHelp. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт BotHelp к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе мы копируем URL для приема данных и переходим в систему BotHelp. Открываем нашего бота, кликаем на «Редактировать», добавляем новое действие, выбираем поле «Отправить данные подписчика через веб-хук», вставляем наш скопированный адрес в поле, сохраняем наш результат и соединяем шаги в боте. Теперь нам нужно сгенерировать новые данные, в данном случае путем общения с ботом. После того, как вы сгенерировали данные, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что сгенерировали с ботом. Если на этом этапе данных нет, попробуйте повторить действия, описанные выше. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных BotHelp успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем SendPulse. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Добавить новый email». Подключаем ваш аккаунт SendPulse к системе Apex Drive. Для заполнения API ID и API Secret необходимо перейти в личный кабинет SendPulse. Выбираем настройки аккаунта. Переходим во вкладку API. Копируем API ID и API Secret и вставляем соответствующие поля в Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые нужно заполнить для отправки данных о контакте в SendPulse. В эти поля нужно назначить переменные из BotHelp. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться в SendPulse. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в SendPulse». Переходим в систему и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных SendPulse завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все.
Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!